Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие рыбы, я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2025 года. Это весна действий. Кто смотрел осеннее видео «Осень силы», сейчас как раз-таки, вот тогда мы с вами прокачивали нашу такую силу внутреннюю, да, поднимались над обстоятельствами, эмоционально их вытягивали и выдерживали, то сейчас пришла пора действовать. У нас с вами 3 месяца очень интенсивной работы, и я скажу так, дорогие рыбы, 1, 2 и 3 декады, да, ребят, это гороскоп подекадный, и я буду рассказывать все события, которые с нами будут случаться за эти 3 месяца для каждой отдельной декады. То есть я рассказываю про события и рассказываю про каждую декаду, как это сложится. По истечении всего гороскопа в конце я сделаю вывод для каждой декады рыб, как вам действовать, как поступить для того, чтобы было хорошо. Как говорится, чтобы из минусов сделать плюс. И да, у нас сейчас с вами весна действий. И те, кто осенью понимал, что в жизни уже такая мощная встряска, что в жизни уже приобрела такой контекст, который не совсем бы хотелось, да, и хочется очень сильно поменять, то да, зимой была такая эмоциональная у нас волна, зима эмоций, однозначно мы все варились в этих переживаниях, особо сильно не действовали, хотя кто-то действовал, кто очень классно работает с Сатурном, у кого шикарно развита продуктивность, естественно, те рыбы, ребят, если вы действовали, вы молодцы, потому что все-таки Сатурн это не совсем та эмоция и энергия для рыб, суховато, напряженная, заставляет очень сильно напрягаться, и именно не теми эмоциями, которые бы хотелось, да. И да, ребят, скажу честно, что эта весна заставляет нас всех действовать, неважно какой мы декады. В тот момент, когда кармические узлы 12 января 2025 года поменяли знак и северный узел перешел в знак рыбы, да, ребят, сейчас очень важно действовать. И да, этой весной большой спрос именно с рыб 3 декады. Да, ребят, рыбы 1 декады, те, кто родился в феврале, рыбы 2 декады, кто родился с 1 по 10 марта, рыбы 3 декады, кто родился с 11 марта и до знака зодиака Овен. И вот те, кто родился с 11 марта и до Овнов, вот сейчас, конечно же, у вас очень много напряжения, очень много активности. Я не скажу, что рыбы других декад как-то вот тают на фоне рыб 3 декады, или как-то вот я вас не люблю, там рыбы 1 или 2 декады. Нет, ребят, просто интенсивность событий у вас будет не такой напряженной, как у рыб 3 декады. Это правда так, потому что все-таки у рыб 1 декады здесь больше такой позитивный ключ развития, активности, идти вперед. У рыб 2 декады, да, такая продуктивность, завоевание социального статуса, поднятие в финансах, возможно, расширение жилплощади, если вы осмелитесь на это, хороший финансовый поток, да. Но у рыб 3 декады здесь просто фейерверки событий. Это если коротенько, да, конечно, каждый период этой весной повлияет по-разному. Сейчас отдельно про это расскажу. Но в целом скажу, что и для рыб 3 декады тоже это продуктивный период, когда нужно зарабатывать, когда нужно идти вперед, когда нужно разбираться со своими долгами, страхами, переживаниями, здоровьем, если вдруг оно у вас барахлит. Если барахлит здоровье, говорит о том, что вы засиделись и немножко стали тонуть в своих эмоциональных переживаниях, потому что все-таки у нас еще март, Нептун доходит в финальные градусы по рыбам, и, конечно же, в конце марта переходит в знак зодиака Овен. Сложный месяц, да, ребят, если разбивать все 3 месяца весны, то март, я скажу, что эмоционально сложный. У нас в марте, сегодня на календаре 2 число, со 2 марта по 13 апреля, ребят, у нас ретроградная Венера. Венера это про любовь, про финансы, про комфорт, про стабильную жизнь, про жизнь, которая нам нравится или не нравится. Все зависит от положения Венеры в отдельно каждой натальной карты, того человека, который меня сейчас смотрит, да.
И здесь, конечно же, все зависит от ваших внутренних установок, да, на что вы готовы идти вперед или же не готовы. Ретроградная Венера. Плюс, ребят, у нас подключается, конечно же, и самое важное про Венеру, это любовные отношения. Любовь очень важная часть жизни у рыб. Почему? Люблю, не люблю. Это та степень эмоций, которая может зашкаливать. То есть либо здесь большая любовь, либо здесь ненависть, либо здесь принятие и непринятие своей второй половинки, себя в этих отношениях. Где-то вы провалились в этих отношениях, ушли не туда. Или же вы вообще бездействуете, не развиваетесь в этих отношениях. Если у вас на этом фоне эмоциональный интеллект, он развит, то есть те отношения, которые у вас есть, получается ли у вас перемалывать трудности, которые есть сейчас в мире, в социуме, в обществе, или же нет. Или же наоборот, эти любовные отношения дают вам больше депрессивных чувств, да? Это все про Нептун, высшую октаву любви и ваш главный управитель, дорогие рыбы. Неважно, какой вы декады, первой, второй или третьей. Это действует и работает сейчас на всех рыб, да? И вот это такая история, которая приводит нас либо в развитие, в эмоциональное такое движение вперед, либо же в депрессивное состояние, когда у нас есть зависимости различные, алкогольные, наркотические, просто депрессивно съесть тортик перед сном и молотить его очень сильно бесконечно, пока уже вот фигура потеряется. То есть уйти в такое свое депрессивное эмоциональное болото где-то далеко внутри себя. Раскачать это получится или не получится, ребят, зависит только от наших действий. Реально зависит от наших действий. Я не скажу, что здесь у рыб третьей декады будет все очень сложно. Нет, здесь даже Сатурн придет к вам на подмогу, подкатится к концу месяца и будет работать очень даже хорошо. А пока сейчас Сатурн у нас идет по второй декаде рыб и совсем скоро переключится уже в третью декаду, поэтому здесь, ребята, у вас будет такой комплекс и эмоций, и заземления, да, то есть и такие переживания. Сложность марта заключается в том, что вообще, в принципе, месяц очень волнительный, да, началась ретроградная Венера. С 14 марта у нас коридор затмений. Вот, ребят, кто смотрел мой осенний гороскоп «Осень силы» назывался, да, я там говорила, что вот сентябрьский коридор затмений — это такая маленькая репетиция. Вспомните, да, что у вас было в сентябре 2024 года. Вот я когда те видео записывала, я говорила, что вот сентябрьский коридор затмений — это репетиция вот этого весеннего. То есть если тогда у вас, в принципе, в жизни вы со своими эмоциями совладали, то сейчас вероятность того, что вы справитесь, очень высока. То есть я в вас верю, вы сами в себя тоже должны верить, потому что эмоциональный интеллект – это та вот изюминка, которая есть у рыб. Как раз таки справиться со своими эмоциями, переживаниями и выплыть на поверхность. Ребята, необходимо выплывать на поверхность, когда страшно. Да, у нас начинается коридор затмений 14 марта. Коридор затмений у нас начнется с лунного затмения и закончится он 29 марта солнечным затмением. Это говорит о том, что это коридор затмений, когда не нужно ничего нового начинать, потому что убывающий лунный цикл. То есть если коридор затмений начинается с солнечного затмения и заканчивается лунным, тогда я вам скажу, наоборот, нужно начинать новое, максимально активно двигаться вперед. Здесь, на этом коридоре затмений, лучше вот как раз-таки свои прошлые эмоции, незавершенные моменты закрывать, свои переживания, долги. Вот все то, что я говорила про ретроградную Венеру, да, как раз-таки вот это вот, закрывать старые отношения, закрывать эмоции в отношениях, разбираться в тех моментах, которые вам не нравились, да. Финансовые истории, то есть если вы очень долго не можете, например, найти работу, то скажу вам, что у рыб третьей декады как раз очень классный трин Урана к Солнцу. И здесь как раз-таки новые знакомства, новые движения вперед, новая работа будет вам давать то, с чем вы не могли справиться раньше. Страшно? Конечно, страшно. Сейчас же Сатурн скоро подойдет и скажет: подожди, лучше синица в руках, естественно. Но, ребят, действуйте по обстоятельствам, смотрите на то, что есть в вашей жизни. Но если совсем непонятно, конечно же, понимаете, что заплутали, оставляйте комментарии в этом видео.
дата, время, место вашего рождения и ваш вопрос. Я в свободном времени постараюсь на все вопросы ответить. Не обещаю, что на все отвечаю. Я постараюсь, ребят, потому что с каждым видео вопросов все больше и больше. И да, с 14 марта коридор затмений, с 15 марта ретроградный Меркурий. Чувствуете наложение одного на другое. Ретроградный Меркурий у нас с 15 марта по 7 апреля. Да, ретроградная Венера и ретроградный Меркурий у нас будут в Овне. Коридор затмений у нас начинается на оси Девы Рыбы. Начинается на оси Дева Рыбы, заканчивается солнечным затмением в Овне 29 марта. 26 марта у нас Лилит меняет знак. Лилит меняет знак, переходит из Весов в Скорпион и начинает делать шикарный трин к рыбам первой декады. Да, вообще в принципе будет влиять на рыб, но очень сильно будет влиять на рыб первой декады. 30 марта у нас Нептун выходит из знака зодиака Рыбы и меняет свой знак, переходит в Овна. Месяц, я бы так сказала, не просто огонь, а пожар. То есть все наши эмоции, которые накопились, да, неважно какой вы декады, то есть здесь необходимо, конечно же, начинать действовать активно. То есть сейчас максимально классно в этом марте для рыб вообще всех декад завершить все свои старые дела, отношения, любовные. Если вы переходите на новую работу, то тогда максимально расширяйте капитал связей, да? Максимально старайтесь быть честными. Рыбы третьей декады, у вас история с новой работой, продуктивный вообще в принципе период, внедрять нечто необычное, пробовать, по крайней мере, не верить 100%, что получится, да? Но, по крайней мере, пробовать, подготавливать себе почву, пока вот этот вот коридор затмения у нас идет, да? Пока не закончится март. То есть подгребать, я бы сказала, хотя бы мысленно вот все те истории, которые вы хотите. Рыбы второй декады. У вас, конечно же, ребята, здесь период, когда здесь у вас и Сатурн идет по Солнцу, да, то есть здесь история того, что делать много, делать продуктивно, но в то же время здесь еще и Юпитер, другая социальная планета, которая делает квадратуру к рыбам второй декады. И здесь вот квадрат Юпитера – это наши внутренние противоречия. То есть, когда вроде бы ничего не происходит в жизни, но нас все накаляют, мы готовы со всеми ругаться. Так у нас еще из ретроградного движения вышел как раз-таки Юпитер, он был в ретроградном движении у нас с октября 2024, и вот он в первой неделе февраля развернулся и теперь пойдет дальше. Поэтому рыбки второй декады, понимаете, что вот эти эмоции, которые накопились, а специально случаются ситуации, чтобы максимально вывести из баланса, максимально проверить нас, наследование наших ценностей. Наш социальный рост и развитие, как правило, в этот момент приостанавливаются, потому что мы начинаем ругаться со всеми, либо мы начинаем ругаться с самими собой, мы начинаем предъявлять претензии, быть накаленными, как спичка, да, как струна. И здесь история, что нужно просто здраво реагировать. Постараться не поругаться со всеми, потому что, я вас уверяю, закончится этот транзит, вы проснетесь утром и скажете, а чего это я так всех людей люблю? Потому что за момент этого транзита, сейчас Юпитер в директном положении, он будет идти очень быстро. Максимум 10-12 дней на транзит, но эти почти 2 недели, потому что еще можно с той, с другой стороны этого периода накинуть пару денечков, вот эти 2 недели будет ощущение, что хочется просто со всеми поругаться, всем доказать, что они не правы, и всегда будет случаться какая-то нелепая история выводить из себя. Поэтому здесь, дорогие рыбы второй декады, держите себя под контролем. Это хороший момент найти работу над ошибками в своих историях, в работе, в развитии. Все зависит, конечно, где у вас находится Юпитер в вашей натальной карте, в каком доме он расположен. Естественно, на тот дом он максимально влияет, и там, естественно, захочется вам очень сильно навести порядок, но порядок не будет наводиться, да, то есть будет максимальное раздражение, претензии
и будете говорить всем, что это вы не правы, а я вот сахарок. Это не говорит о том, что вы не правы, просто этот момент времени специально создан для того, чтобы проверить нас на точное следование наших ценностей. Постарайтесь максимально докапываться до истины и подключайте мудрость. Мудрость – это главный источник и момент для того, чтобы разрулить все эти скандалы, вопросы, которые будут случаться. Не ругайтесь со вторыми половинками, потому что сделать это будет очень легко, еще и в период ретроградной Венеры. И да, скажу, что уже после того, как ретроградная Венера уйдет, Юпитер будет больше влиять, конечно же, на рыб третьей декады. Ну а сейчас рыбы первой декады, что же у вас все-таки будет в этом марте? У вас, дорогие рыбы первой декады, конечно же, если вы вот долго смотрите на моими гороскопами, да, и ничего не делаете, не предпринимаете, то здесь два варианта. Либо резкое обнуление, да, либо ваши страхи все-таки победят, либо все-таки вы пойдете в новое. То есть если вы не пошли в новое, не пошли в развитие, вот в такое активное и интересное, да, тогда под конец вот этого весеннего периода вы будете ощущать, что весь мир начинает по чуть-чуть расползаться. То есть на работе рушатся отношения, все резко происходит не так, как хочется, происходит не так, как нравится. То есть заставлять вас будет мир уходить в новое. То есть там как раз у нас летом Уран будет переходить в знак зодиака Близнецы, и там уже будет по полной программе. А до этого момента есть как раз-таки, дорогие рыбы, первой декады, поработать с тем в своей жизни, чего же вам всегда хотелось, с чем уже все налажено. То есть я бы так сказала, максимально все силы свои из проектов взять, то есть почерпнуть нечто новое, нечто интересное, проверить какие-то новые гипотезы, потому что сейчас история для нового, она такая достаточно лайтовая, она не напряженная, она такая вот спокойная. Потому что совсем скоро уже будет не так спокойно. Пользуйтесь этим моментом, достаточно гармоничным. И да, ребят, скажу, что конец марта будет такой для всех рыб, всех декад, будет такой эмоциональный, такой большой фон, комок. У нас же еще весеннее равноденствие, ребята, это новый астрономический год. Конечно же, у нас сейчас первые 3 недели марта, они очень сильные, такие мощные ощущения, что нужно сделать много. Такое ощущение, что завершить вот какие-то вот такие дела для того, чтобы начать новое. На самом-то деле, после этого коридора затмения, даже несмотря на то, что у нас на небе будет и ретроградная Венера, и ретроградный Меркурий, захочется многого, потому что и Венера, и Меркурий, они в Овне. Но да, в конце как раз-таки марта они переходят, возвращаются снова в Рыбы. Будет такой эмоциональный момент на неделю, на 2. Но все-таки я скажу так, что полностью март, он мощный, и здесь нужно эмоционально вытягивать, эмоционально со всеми сложностями договариваться, потому что ретроградный Меркурий в Овне, когда нам хочется ругаться, соревноваться и всем доказывать, что все неправы, так нельзя. Максимально подключайте мудрость. Ретроградная Венера в Овне тоже говорит про это, когда мы добились своей цели в отношениях, и все, нам уже не интересно. То есть мы готовы от этого уйти. Это относится и к профессиональным целям, потому что Венера и про деньги в том числе. И здесь нужно вот эту историю очень сильно понять, что если эта цель перестала для вас быть такой актуальной, тогда нарисуйте себе новую цель. Честно, максимально честно об этом подумайте, чтобы идти вперед, потому что планы, дорогие рыбы, у вас должны быть грандиозны. Чем грандиознее планы, но они должны быть, конечно же, приземленные, основанные на вашей жизни, а не там у соседа трава зеленее, я хочу как у соседа. Но мы же, как правило, не знаем, сколько сосед сил вкладывает в эту траву, да, чтобы она была такой зеленой. Поэтому здесь максимально честно отнеситесь к своей реальности и к той жизни, которую вы хотите. И постарайтесь хотеть как можно больше. Доска визуализации, планы, виш-листы, как угодно. Но все-таки для рыб первой
и второй декады здесь можно и виш-листы, вот это вот все. Для рыб третьей декады в эту весну все-таки лучшая история – это четкий план. Вот прям план действий. Вот прям план действий для заземления, для того, чтобы охватить как можно больше, для того, чтобы не терять связь с реальностью, потому что Сатурн до конца мая будет идти по третьей декаде рыб. И здесь, конечно же, максимально будут случаться реальные события, к сожалению, а для кого-то нет, у кого Сатурн очень хорошо развит, но будет максимально очень сильно происходить прям четкие события, которые будут заставлять двигаться. Сатурн – это про социальный статус, про недвижимость. Делайте свои планы и выводы, и, естественно, у вас здесь есть все истории. Это про деньги и про долги в том числе. То есть все зависит от того, какая эмоция будет вами двигать этой весной. И да, после коридора затмения у нас, конечно же, остается еще там неделя ретроградного Меркурия, почти 2 недели ретроградной Венеры. И что? И что дальше? Я даже не могу, знаете, ребята, вам сказать, что в апреле и в мае у нас будут какие-то очень мощные, сильные полнолуния или новолуния. Нет, один из мощных аспектов, который будет всеми нами двигать, это Марс в оппозиции с Плутоном. И это очень сильная история, которая двигала нами в октябре и в ноябре 2024 года. Вспомните этот период, этот отрезок времени, который случался с вами в жизни. И да, ребят, сейчас мы идем не в ретроградном Марсе, все идет в директном положении. И да, петля ретроградная Плутона начинается с 4 мая. И до 4 мая у нас очень активно будет эта оппозиция. А оппозиция у нас начнет складываться как раз-таки с 13 апреля. То есть с 13 апреля по 12 мая у нас целый месяц действий. И здесь очень такая, очень мощная и важная история, в которой, казалось бы, ретроградная Венера и ретроградный Меркурий – это, ну, как два котика в нашей жизни. То есть они как просто докидывают нам вот таких событий, да, таких там, кто-то где-то не так сказал, кто-то где-то не так подумал, кто-то где-то цветы не подарил, кто-то где-то внимания нам не уделил, неважно, мужчина мы или женщина, да, где-то друг друга не так поняли. То есть вот это ретроградная Венера и ретроградный Меркурий. То есть это про вот такие обычные маленькие бытовые мелочи. Но с 13 апреля, когда заканчивается вся вот эта мощная история, да, уже перестает вот этот вот коридор затмений фонить. Плюсом, ребят, еще кто смотрел годовые прогнозы, которые еще в августе прошлого года записала, там я очень сильно и мощно рассказывала про этот март, да, какие события в мире мощные и интересные, сложные будут происходить. И здесь кто как сможет переварить эти события. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Еще раз говорю про эмоциональный интеллект. И да, после марта у нас начинается не менее важный апрель. И как раз таки вот этот аспект силы, либо же аспект действий. Марс, Плутон. Это аспект очень сильных действий, это аспект бизнеса, я бы так сказала, пробивание жизни вперед, то есть когда необходимо не подвисать, не уходить в эмоции после коридора затмения, ретроградной Венеры, несчастной любви, если она у кого-то случилась, нужно собраться и начинать действовать, потому что у нас, скажу, что 18 апреля начинает на небе складываться точная такая конфигурация, называется она большой квадрат, либо большой крест, у разных астрологов по-разному, но здесь у нас взаимодействует Марс, Плутон в оппозиции и другая оппозиция Солнце и Лилит. То есть, ребят, про что? Это будет очень сильно влиять, естественно, на рыб. Естественно. Но, дорогие рыбы, 1, 2 и 3 декады для вас эти эмоции будут эмоции к движению. Да. Главный основной компонент – это страх. Страх будет удерживать очень сильно, максимально, не давать нам идти вперед. Страхи для того у нас и созданы, они у нас испокон веков, они передаются нам на генетическом уровне в том числе. Да? То есть если я открою вашу натальную карту и натальную карту ваших родителей, я вам сразу скажу, какой у вас общий семейный страх. Ну, например, кто-то у вас в семье не пошел в тот профессиональный уровень, не пошел, побоялся и сказал, а зачем не надо, ну, это не нужно. Кто-то не пошел в
личном развитии, в любовных отношениях, да, не построил вот эту коммуникацию в семье, в роду. Например, все женщины в семье были нелюбимы, чувствовали себя нелюбимыми, не имели подруг, не имели контакта мама-дочь. То есть вот такая очень грустная история, да, которую, естественно, вы понимаете, что вам для того, чтобы пойти, нужны там эмоции, поддержка мамы, неважно сколько вам лет. Мы все любим, когда нас поддерживают, нам с этим просто хорошо, нам с этим просто эмоционально комфортно. И это закон природы. А рыба — это тот знак зодиака, который понимает все законы природы. И да, иногда для того, чтобы нам всем пойти продвинуться в профессиональном плане, нужна поддержка наших предков, родственников, родителей, которые еще есть, да, то есть, или просто нам нужно самим поверить в себя, понять, проанализировать, что вот в силу обстоятельств наши родители не смогли этого сделать, но если их уже нет, да, в этой жизни, то в силу обстоятельств они не должны, не смогли, например, сделать какой-то свой личный прорыв, но вам так сильно очень хочется это сделать. Идите, совершайте свой прорыв в работе, в карьере, в личной жизни, в приобретении какой-то недвижимости, которой у вас в семье не было, приобретении определенного социального статуса, который в вашей семье раньше не был. И вы вот хотите, чтобы комфортная жизнь и социальный статус начался в вашем роду именно с вас. Да? И это такая, знаете, очень такая мощная амбиция. И покопайтесь в страхах своей семьи, кто где на каком уровне остановился, не с точки зрения осуждения, а с точки зрения понимания, почему вам сложно. И вы поймете, почему вам просто сложно. И вы поймете другую вещь, что вы сейчас находитесь в том самом времени, дорогие рыбы, когда вы можете это сделать. То есть вы можете подняться на другой уровень, дать своим потомкам совершенно другую жизнь. Совершенно другую жизнь. И жизнь ваших детей и внуков зависит сейчас от вас. Это 100% факт. Рыба — это тот знак зодиака, который понимает там, где другие знаки зодиака просто не могут. Я не просто так начала первое видео именно с рыб, потому что вам сейчас больше всего нужно вот это, чтобы до вас быстрее это дошло, чтобы вы это осознали и вы начали действовать, каждый в своей истории. Рыбы, например, первой декады не побоялись, пошли в новое. Сейчас очень мощно развиваться активно, не бояться. Хочется, да, бояться, но не надо. Работа со страхами будет давать очень много сил и движения вперед, и оно вам очень сильно нужно, дорогие рыбы. Первой декады, тогда у вас все будет складываться хорошо. Не просто хорошо, а очень сильно замечательно. И уже по истечению я скажу, что пройдет год-полтора, и у вас уже будет такая финансовая стабильность, о которой вы даже себе и представить не могли, да, то есть социальный статус и социальная стабильность. И это тот уровень дохода, который, начать сейчас и продвинуться будет очень даже хорошо. Начнется эта история еще очень сильно, когда 25 мая 2025 года Сатурн перейдет в Овна. И да, эта история начнет у вас еще сильнее, активнее работать, да, но сейчас постарайтесь максимально, очень сильно в этом апреле уже пойти вперед, уже начинать, да, конечно же будут откаты, будете волноваться, будете думать, да зачем мне это надо, малодушничать, говорить, что я недостоин, да нет, ну зачем, почему, если вы об этом думаете и у вас есть в принципе это в вашей голове, то вы достойны, вы можете себе это позволить. Рыбы второй декады, то здесь, ребят, конечно же, здесь семья, здесь любовь, дети, здесь у кого-то возможен переезд, да, почему нет? Совершенно другой уровень жизни, да, однозначно, да. Развитие социальное, да. Расширение там своей жизни, детишек, это да. Но до этого нужно четко и честно себе сказать, вот как раньше я не хочу ни в отношениях, ни в жизни, ни в работе. Поэтому период ретроградной Венеры это у нас и создан для того, чтобы разобраться в прошлом и уже в апреле начать действовать, да. Ну и, конечно же, рыбы третьей декады. У вас, ребята, очень сильный, большой, мощный выхлоп энергии. Здесь и Сатурн, здесь и Нептун, здесь и Венера, и Меркурий в этом апреле, которые заставляют просто двигаться вперед. Очень сильно все свои эмоции, и хорошие, и плохие, культивируйте в действии. Да, еще раз повторюсь, для рыб третьей декады: раздать все долги,
эмоционально они, физические, финансовые, да, здесь вообще не важно. Здесь закрыть старые истории и, естественно, все, что связано с работой, с деньгами, только идти вперед. Возможно, в жизни будут случаться здесь для рыб третьей декады истории, когда вас как будто бы заставляют работать и зарабатывать, неважно, мужчина вы или женщина, специально будут такие моменты, когда вот вы будете говорить, да куда зарабатывать, у меня столько долгов, у меня столько проблем. Они специально вот как пружина натягиваются, да, для того, чтобы потом вот вы выстрелили, да, то есть сказали, все, хватит, и вы пошли и начали работать, и начали крутиться, и пошло оно все вперед, закрутилось, да. Но здесь, конечно, эмоции. Еще раз скажу, дорогие рыбы первой, второй, третьей декады, неважно, какие эмоции будут вами двигать, хорошие или плохие, но постарайтесь их сделать максимально гармоничными, полностью осознанными, без таких истерических выхлопов, да, и постарайтесь максимально составить себе план. Когда есть план, есть вот это движение вперед. Этот план будет максимально вас заземлять и стабилизировать, и в конце плана вот так обведите ваша финальная цель, куда вы идете, вот прям финальная, и сколько действий нужно для этого сделать. И просто не отпускайте эти попытки, повторяйте и действуйте, потому что у нас с 13 апреля по 12 мая как раз таки вот этот аспект Марс-Плутон. В конце апреля, последняя неделя апреля, это будет самое мощное, самое сильное напряжение. Ну и, конечно же, перед тем, как Плутон уйдет в ретроградное движение, 4 мая тоже эта неделя будет максимально напряженна, и потом распадается этот мощный, сильный аспект, останутся какие-то эмоции, но максимальная активность и движение вот в этот период. То есть у нас получается такой очень сильный эмоциональный март, очень действенный апрель, когда мы должны быстро собраться и начать работать, активно действовать, не ждать. Почему всегда мы тратим много времени? Мы ждем, что все как-то сложится само. Ребят, по истечении этой весны я скажу, что хорошие события складываться сами по себе не будут. Это правда, это честно, это нам не нравится. Мы как-то вот хотим плыть по течению, но так не будет. Поэтому, да, я советую предпринимать как можно больше действий, не просто так это весна действий, потому что мы уже силу вырабатывали, в эмоциях варились, уже пришло время действовать, и здесь, конечно же, наши страхи, это наша как раз-таки палочка-выручалочка. Поймите, где вам максимально страшно, почему вам страшно, и идите туда, просто пробуйте, просто поймите, каково это перебарывать свои страхи. Это же не просто такая история, наши страхи специально у нас созданы для того, чтобы мы оставались на этом уровне и не шли вперед. Страхи — это такая классная история заземления, очень жесткая. Но проходит, когда время, проходят вот эти мощные, сильные аспекты, да, проходит это желание отсидеться, и вот это ощущение, что страхи, они же всего лишь страхи, только очень таким, знаете, сильным знаком под силу вот эта работа над собой. Рыба — это сильный знак, если не утопает в своих эмоциях. Не утопайте в своих эмоциях, потому что Лилит будет с апреля месяца в очень гармоничном аспекте все-таки к рыбам, и все работы над страхами, они будут даваться в плюс. И да, ребят, у нас после как раз-таки включения ретроградного Плутона, ретроградный Плутон у нас с 4 мая запускается, еще действует аспект оппозиции с Марсом. Конечно же, скажу, что этот момент времени будет такой за стабильность, за комфорт, за семью, за продвижение, за работу, за финансы в том числе и за свой уровень свободы во всем этом. Да? Поэтому здесь постарайтесь максимально взять то, что важно вам. Естественно, мы все находимся с разными лунами, то есть наш уровень комфорта и наше расслабленное состояние зависит от том, в каком знаке у нас Луна, у каждого отдельно в зодиаке. Поэтому рыбы это наша солнечная история, где мы черпаем силы для того, чтобы перемалывать все эти трудности, да? Для того, чтобы идти, действовать,
действовать вперед, активно развиваться. Да, в этом апреле мы будем агрессивны. Даже те рыбы, которые скажут, да я вообще самый мощный добряк на этой планете, рыбы, как правило, это же не агрессивный знак, вообще нет. Это тихий, спокойный, где-то флегматичный, где-то меланхоличный, зависит от настроения. Настроение всегда плюс-минус ровное, либо радостное, либо не очень радостное, да. И здесь все рыбы по истечении апреля скажут, да, вот уже в мае мы окажемся, вы скажете, это же я, надо ж, какой-то я злой рыбой была, да, то есть это реально момент времени, когда необходимо максимально действовать. Если не действовать, тогда май будет максимально разрушающим, максимально напряженным, потому что у нас и Венера, и Меркурий, и Нептун, они уже в Овне. Это история, когда захочется добиваться, достигать цели, но если мы не будем этого делать, мы будем максимально ругаться с близкими. Это и про рыбы первой, и второй, и третьей декады. Конечно же, рыбы третьей декады будут максимально к этому расположены. Рыбы первой декады, если пойдут в новое развитие, в новую работу, будет складываться все очень хорошо, все очень гармонично. Рыбы второй декады, если вы вот себе дадите вот этот момент своей недвижимости, будете к ней идти, да, обретение нового социального статуса, обзавестись семьей будет желание, и желание как раз-таки вот свою жизнь приукрасить, да, переехать, например, из неблагополучного района города в благополучный, то есть построить себе новое окружение, тогда ваша жизнь будет складываться, начнет складываться прям, ну, очень хорошо. Вы почувствуете вот эту свою отдушину, вот эту свою мощную силу, вот этот вот внутри вот такой огонь, я бы так сказала. Конечно, к рыбам огонь неприменимо, но такая внутренняя искра появится у вас к действиям, к дальнейшим, да. И здесь, да, рыбы второй декады, здесь не малодушничайте. Хотя, конечно же, аспект Юпитера будет достаточно напряженный, будет выводить из колеи. И да, рыбы третьей декады, если вы будете не реализованы по истечении марта и апреля, тогда май встретите с квадратом Юпитера к Солнцу, а это максимальное недовольство с собой, разрушение связей, контактов, близкого круга, друзей, общения, ну и, конечно же, плохие отношения с любимыми. Да, то есть захочется просто подать на развод, развестись и сказать, так, все мне надоело, ты мне не даешь все, что мне надо, а нужно-то самим делать. Вот аспект это вот у рыб третьей декады вот делать самим реализовывать, не чтобы кто-то дал, а самим это делать, тогда будет максимальное удовлетворение всей жизнью, своими амбициями. То есть амбиции будут пристроены. И да, в конце мая, извиняюсь, 25 мая 2025, очень красивая дата, у нас Сатурн переходит из знака Рыбы в Овна. Конечно, он еще в 2025 году вернется обратно в Рыбы, то есть этот год у него будет такой ерзать туда-сюда, но все-таки это такой эмоциональный момент времени, дорогие рыбы третьей декады. Вот если вы движетесь вперед на эмоциях Сатурна, то есть четко по плану делать мощно, тогда до конца мая эта эмоция с вами, у вас максимально продуктивный период. Если же вы движение Сатурна не любите, для вас это в тягость, вам кажется, что вас обстоятельства загоняют в угол и вы ничего не можете сделать, тогда в конце мая закончится этот момент и будет эмоция двигаться вперед, расти, делать. Но если же вы понимаете, что обстоятельства загоняют вас в угол, и вот это ощущение заставляет вас двигаться вперед, тогда действуйте. Действуйте до конца мая, у вас такой мощный, сильный карт-бланш. Ну и, конечно же, рыбы первой декады, да. В мае уже будет подгребать Юпитер, а особенно к концу мая вы будете чувствовать такое. То есть если вы не побоитесь пойти в новое, в развитие, то, конечно же, к лету у вас уже будет ощущение, в июне так 100% рыбы первой декады, что удача где-то близко, удача где-то рядом, и это правда. Потому что 10 июня у нас Юпитер поменяет знак, перейдет из Близнецов в Рака и будет делать шикарный трин
рыбам первой декады. Поэтому, дорогие мои рыбки первой декады, вот эта вот весна, она для вас реально весна действий. Для того, чтобы понимать, почему я вам говорю делать, потому что все-таки вот за этот период времени придет все-таки к лету вот эта другая совершенно мощная история. То есть, понимаете, если что-то делать, то за эти 3 месяца вы по чуть-чуть поднимаетесь, и потом, когда случается июнь, вы прям подлетаете. Если ничего не делать, тогда вы остаетесь на этом уровне, и в июне начинаете вот так по чуть-чуть подниматься. Понимаете, в чем разница рыбы первой декады? Вот поэтому я говорю, вам делать максимально быстро, идти в новое, в развитие, для того, чтобы в июне не случилась еще и просадка в работе, резко сократили, резко что-то изменилось, резко заставляют вас выходить из вот своего круга общения и переходить в новый, обучаться нечто новому, начинать все с нуля. Начинайте это делать сейчас. То, что вам раньше хотелось в марте, так вообще классно, да, то есть я уже начинаю выводы говорить по каждой декаде рыб. Рыбы первой декады, начинайте то, что вам нравилось, вообще хотелось всегда сделать, начинайте изучать это вот в марте. Как раз вот эти все моменты разобраться в прошлом, все, что нравилось когда-то, может быть, вам сейчас это уже разонравилось, вы с этим наигрались и сказали, нет, я вообще хочу все по-другому. Проверьте все свои гипотезы, желание где-то поработать в какой-то новой сфере, освоить новый навык, все, что связано с вашей реализацией, финансами, да, постарайтесь это сделать, сработает так 100%, да. Возможно, вам захочется летом переехать, потому что когда приходит транзит Юпитера, хочется переехать, сменить место жительства, там же еще и Уран придет с транзитом и скажет, так, начинаем все с нуля, и возможно, это начало с нуля будет для вас в классном, позитивном ключе, но для этого нужно длиною в 3 месяца дорога пройти и понять, что старое уже неинтересно, просто не хочется, а хочется как-то по-другому. И хочется же начать лето полюбовно, так, чтобы прям классно, нравилось и в кайф. И я вам только так и советую. Рыбы второй декады. У вас, конечно же, ребята, план. Нацельте себе мощный план на эту весну, чтобы действовать в расширении семьи, в расширении своих связей. Если вы переехали, максимально накапливайте себе капитал связи. Не ругайтесь, не выясняйте отношения. Если же у вас попался переезд на вот эту весну, тогда да, у вас будет бумажная волокита. Где-то будет не так, где-то будет не получаться, потому что ретроградный Меркурий, конечно же, дает такие моменты сложные. Когда мы думаем, когда это закончится, закончится 7 апреля, но еще несколько денечков накидываете, да, и потом вы начнете, вот сами по себе поймете, как-то вот проснулся и захотелось сразу все дела в один день решить, и пошел же и решил, и это нормальная история, это неплохо, это хорошо, но понимаете, что у нас половина весны требует от нас мудрости к принятию событий, к замедленным действиям, возможно, не к тому сценарию, который бы нам хотелось, но все-таки не отступайте от своего плана, план будет вас заземлять. И да, старайтесь расширить свою семью, прикупить недвижимость или, по крайней мере, план вот в это нарисовать, потому что скажу вам, когда у нас через несколько лет Сатурн поменяет знак из Овна, перейдет в Тельца, рыбы второй декады, первой, второй и следом третьей. И если вы не сделали себе вот это окно возможностей для приобретения недвижимости вашей мечты, то значит через 2 года опять будут сопутствующие события. 2-3 года в зависимости от того, какой вы декады, да, ребят. И здесь постарайтесь максимально к этому периоду, который будет там через 2-3 года, либо же сейчас необходимо рыбы второй декады это сделать. Если сейчас не получается, то поймите же, что не обязательно вот с надрывом это делать, с убытками, с долгами. Через несколько лет получится в другом совершенно ключе, и это будет тоже нормально. Но сейчас нельзя эту энергию терять. Значит, нужно тогда максимально уйти в профессиональное развитие. То есть профессиональное развитие для того, чтобы понять свой уровень финансов и социальный статус. Потому что если сейчас вы работаете на той работе, которая приносит вам вот такой уровень, а вы понимаете, что для вашей жизни вам нужен вот такой, то просто так вот эта ступенька и лесенка не построится.
Понимаете? Здесь нужно самим расти, двигаться, идти вперед. Ну и рыбы третьей декады, конечно же, у вас сейчас очень ответственный, мощный период. Весна будет максимально эмоционально вас штормить, но не позволяйте этим эмоциям отступить от вашего плана, четкого плана. Здесь работа, профессиональный статус, резкое, мощное движение вперед, продуктивно. Поэтому чем четче ваш план, тем сильнее вы заземлены, идете вперед. Здесь и недвижимость, здесь и финансовая стабильность. Скажете мне, что невозможно что-то сделать за 3 месяца. Я вам говорю, возможно. У вас, возможно, дорогие рыбы, звезды с вас спрашивают, северный кармический узел идет по третьей декаде рыб. Поэтому, дорогие рыбки третьей декады, действуйте, и все у вас будет максимально хорошо. Помните, что если вы начинаете провисать в здоровье, значит, вы явно не выкладываетесь в профессиональной сфере. Повлиять на вас и выбить из колеи может Сатурн и Нептун. То есть депрессивное состояние. Депрессивное состояние приводит нас тогда, когда мы в реальной жизни понимаем и оцениваем, что наша жизнь – это не то, что нам бы хотелось. А для того, чтобы что-то хотелось, нужно делать. Делать, действовать, прилагать терпение и усилия. Это Сатурн. Неприятная планета для рыб. А что делать, ребят? Все мы рано или поздно, когда идем вверх, работаем с Сатурном. Сатурн — это и есть, в принципе, наша работа, терпение и усердие. Вот такой гороскоп для вас, дорогие рыбы. Я скажу, что он классный. Да, будет страшно, да, потребуется очень много действий, но это хорошо. Это неплохо. Это говорит о том, что при приложенных энергозатратах мы получим реальный осязаемый результат и удовлетворение. И это удовлетворение нашими действиями будет то самое, чего нам хочется. Поэтому, дорогие мои любимые рыбы, действуйте этой весной для того, чтобы лето было еще ярче. И лето будет еще ярче. Я вам обещаю, это солнце на горизонте, но сейчас нужно прям постараться. Отключаем эмоции, подключаем действия и в прямом смысле включаемся в свою жизнь. И тогда все будет классно. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели этот гороскоп до конца. Я желаю вам продуктивной весны. Оставляйте комментарии, если они у вас есть. При этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я именно вашу натальную транзитную карту ответила, потому что общий гороскоп, я рассказала, осталось только личный, но это уже в комментариях. Ну и увидимся в следующем видео. Пока-пока.